Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы приготовили для вас захватывающий тест на кругозор и эрудицию, который откроет перед вами новые горизонты знаний. Сможете ли вы ответить на все вопросы? Ствол березы белый из-за содержания в нем бромелаина, каротина, дегтя, бетулина. Окрас стволу дерева придает бетулин, органический пигмент белого цвета, заполняющий полости клеток пробковой ткани. Бетулин уникален своим противомикробным свойством. Вещество защищает растения от грибков и паразитов. Белый цвет ствола березы дает ей и другое преимущество – защищает дерево от нагревания. Как называется работник, отвечающий за выгодное расположение продукции на магазинных полках? Дистрибьютор, имиджмейкер, мерчендайзер, аквизитор. Мерчендайзер – это специалист в сфере торговли и розничной торговли, который ответственен за организацию и представление товаров в магазине таким образом, чтобы привлекать внимание покупателей, стимулировать продажи и создавать приятное визуальное восприятие магазинного пространства. Плоды лещины – это орехи, ягоды, бобы, фрукты. Плоды лещины – это орехи, покрытые твердой скорлупой. Плоды скучены по 2-8, иногда одиночные. Они обычно окружены листовидной зеленой оберткой, плюской. Орехи лещины бывают удлиненной или шаровидной формы. Орехи крупноплодных форм лещины называют фундуком. Фундук производится в коммерческих количествах в Турции, Азербайджане, Италии, Греции, на Кипре, в Грузии. На картине «Не ждали» Ильи Репина изображен момент встречи почтальона с конвертом, радостной встречи матери, вернувшейся раньше времени с работы, возвращение главы семейства из политической ссылки, прилета грачей весной. «Не ждали» – картина Ильи Репина, которую он написал в 1884 году и затем дорабатывал до 1888 года. Художник изобразил момент, когда ссыльный революционер вернулся домой после долгого отсутствия и еще не знает, как его примут. Автор мастерски передал широкую гамму чувств: материнский порыв, нерешительную радость жены, восторг сына и настороженность дочери, которая не узнала отца. Композиция картины построена так, будто зритель сам находится в комнате и становится соучастником сцены. Как называется направление в изобразительном искусстве, основанное на деформации предметов, сдвиге их формы, разложении их на геометрической площади? Деформизм, сюрреализм, поп-арт, кубизм. Кубизм – это модернистское течение в искусстве. Его последователи изображали предметный мир с помощью простых геометрических форм. Родоначальниками этого направления были Пабло Пикассо и Жорж Брак. По мнению искусствоведа Эрнста Гомбриха, кубисты восстанавливают принципы древнеегипетского искусства, где разные части объекта изображали с разных точек зрения. Какого цвета ягоды брусники? Черного, красного, зеленого, синего. Брусника обыкновенная – это карликовый кустарник, плодоносящий съедобными ягодами ярко-красного цвета. Ягоды слегка кисловатые, отличаются легкой горчинкой. Плоды брусники, как в чистом, так и в переработанном виде, получили широкое применение в кулинарии и медицине. Ягоды засахаривают, готовят из них маринады и морсы. В какой европейской стране находится знаменитое на весь мир местечко Ватерлоо? Бельгия, Франция, Австрия, Германия. Знаменитое на весь мир местечко Ватерлоо находится в Бельгии.
Это селение расположено в 15 километрах к югу от Брюсселя. Ватерлоо известно благодаря знаменитой битве при Ватерлоо, которая состоялась 18 июня 1815 года и стала последним крупным сражением наполеоновских войн. В этой битве французская армия Наполеона I была разгромлена союзными силами под командованием Веллингтона и Блюхера. Какое государство является мировым лидером по производству пряностей? Чили, Бразилия, Индия, Япония. Специи в Индии начали выращивать несколько тысяч лет назад. Они использовались не только для приготовления вкусных, ароматных блюд, но и в народной медицине, а также в косметологии и в качестве благовоний. Уже в то время индийские специи были предметом торговли с соседними и отдаленными государствами. Особой популярностью пользовались черный перец, кардамон и корица. Кто такой молотоглав? Рыба, птица, насекомое, млекопитающее. Молотоглав – небольшая болотная птичка из семейства пеликанообразных. В среднем они вырастают до полуметра и весят около 500 грамм. Независимо от пола, молотоглавы окрашены в коричневый цвет. А на затылке у пернатых есть большой хохолок из перьев. Молотоглав широко распространен в Африке и часто держится возле человеческих поселений. Гнезда этих птиц представляют собой очень большое и прочное сооружение из палок и веток, достигающее 1,5 метра в диаметре. Какой город называют городом небоскребов или Манхэттеном пустыни? Вена, Рим, Будапешт, Шибам. Шибам в Республике Йемен сегодня принято называть старейшим городом небоскребов в мире или пустынным Манхэттеном. Уникальность города в том, что здесь впервые на Земле были построены небоскребы, здания высотой до 30 метров. Высотки строили из глиняных кирпичей, вплотную друг к другу, так что они образовали нечто наподобие крепости. Попасть в этот город и сегодня можно лишь через одни ворота. Большинство зданий было построено в XVI веке и функционирует до сих пор. Сегодня уникальная архитектура города включена в программу всемирного наследия ЮНЕСКО.